Многие спрашивают, ну вот если мир у нас информационный и все зависит от наших мыслей, потому что мысли есть движущая сила природы, то почему наши мысли не исполняются? Большинство из них. Ну, все мы знаем, что нам советуют и говорят многие советчики, так называемые, что вы не так думаете, не то представляете. Но я вам скажу, что все это ерунда. Вот давайте представим, например. В мире живет около 8 миллиардов людей. 8 миллиардов. Все они думают о разном. Куча мыслей одновременно. И вот представьте, что было бы, если бы все их мысли, или хотя бы большинство этих мыслей исполнялось. Один хочет дождь, второй сухо, третий еще что-то хочет. В мире бы начались катаклизмы и не было бы никакой стабильности. Это раз. Потом, большинство из нас хотят чего? Поменьше работать, побольше иметь, быть богатым. Вот исполнились все мысли. Все стали богатые, ничего не стали делать. Кто бы содержал все эти 8 миллиардов людей? Откуда бы они взяли средства на свое существование? Невозможно. Абсолютно. Дальше. Возьмем такое, как наши симпатии. Кто-то там, кому-то нравится там Таня или Петя, а Пете или Тане нравятся совсем другие люди. И так далее, и так далее. Чью мысль должен исполнять Господь Бог? Чью? Тани или Пети? Так? Тоже ерунда получается. Поэтому все эти наши мысли как-то Бог усредняет. Он оберегает нас от катаклизмов, от наших непродуктивных мыслей. Потому что, во-первых, мы не знаем, нам кажется, что это принесет нам благо. Но на самом деле это может принести нам вред. И Бог, как бы не исполняя наши желания, которых мы не знаем последствия, Он оберегает нас от ненужных действий для нашей жизни. Оберегает нас. Вот таким вот образом. Усредняя как-то эти мысли, направляя и отбирая самые продуктивные мысли, которые способствуют какому-то прогрессу человечества. Потому что в мире и так много плохого. В мире и так много плохого. Поэтому следите за своими мыслями, следите о том, что вы посылаете в пространство. Потому что чем больше, допустим, негатива вы посылаете, тем этот негатив может как-то повлиять хуже на все человечество в целом. А если вы посылаете позитив, и вас много таких людей, то, соответственно, есть вероятность того, что мир со временем станет лучше. Посылая нам какие-то испытания, Господь Бог хочет, чтобы мы осознали, насколько тяжело быть в какой-то ситуации. В плохом браке, в токсичных отношениях, страдать от каких-то болезней, от голода, от войны. То есть для того, чтобы мы прочувствовали, насколько это плохо, и соответственным образом поступали по-другому по отношению к другим людям. То есть стали добрее. То есть почувствуй, насколько это плохо, ощути на своем опыте и не делай так другим людям. Вот для этого посылает нам Бог испытания. Поэтому мы не знаем, какой у Него план. Ведь у Господа Бога должен быть какой-то план, конечно. Потому что духовная личность, у Него есть свой какой-то план. В том числе и на вас лично, конкретно. А вы посылаете мысли о том, что не входит в Его планы. Причем посылаете мысли непродуктивные, которые вам кажется, что они будут для вас хорошими, а они вредят и вам, и другим окружающим вас людям. Поэтому, отсеивая все эти планы, ваши мысли, записи, Бог оберегает и вас, и окружающих вас людей от неразумных действий. И вот вам советуют, вы не так думаете, вы не так пишете, думайте чаще. Но если вот так вот все, как нам советуют думать, просто можно свихнуться. Вот думайте, что вы миллионер, 30 дней подряд, открываете дверь, выходите, потом перечислите миллион сразу кому-то и сразу попадете в психушку. Ну, просто человек себя зомбирует. Если ты не есть миллионером, не есть каким-то там выдающейся личностью, ты не можешь им стать мгновенно, вот так вот ничего не делать, сидеть, вот, и просто так тебе все это даст. Поэтому улучшайте себя, работайте над собой, духовно растите. И меняйте свои мысли
для того, чтобы они соответствовали плану Творца. Но мы его точно не знаем, мы можем только догадываться, каков он есть на самом деле. Но очевидно, этот план не направлен к тому, чтобы человечество жило все хуже и хуже. Поэтому работайте над собой, вырабатывайте продуктивные мысли, и даст Бог, они сбудутся. И чем больше таких людей будет вокруг нас, тем лучше станем мы жить. Поэтому гоните от себя негатив. Вам сделали плохо? Прочувствуйте это и поступайте хорошо. Таким образом, совершайте хорошие поступки, следите за своими мыслями, для того, чтобы излучать в пространство не ерунду, а мысли продуктивные, которые помогут и вам, и другим людям.